Все в той части это Махмутлар. А вот уже к горам, вот там, видите, на горах начинаются такие вот вилочки, домики, это Карпиджан. То есть в вашей части, где вы проживаете, это все вот там вот на горы вот Карпиджан. Здесь мы сами Демиртаж до Зикошу не видим. Как и обещал в прошлом видосике, посмотрите его вот здесь, значит, или вот здесь, я обещал показать вам цены. Начинаем с самого основного. Цены на бензин. Цены на бензин сейчас в Турции вот такие, на середину августа. Я считаю, это основа основ цен. Считайте сами. Внизу видео подпишу, сколько это стоит в рублях. А сейчас пойдем смотреть цены на продукты питания, цены в ближайших отелях и цены в ресторанах, кафешках, то, без чего турист не может здесь обойтись. Или обычный человек. Все, пошли. Нахожусь рядом с отелем Кирбияк, который я называл все время так в предыдущих своих роликах. На самом деле называется Кирбиик. А сейчас зайду, посмотрю, сколько стоит, и уточню стоимость проживания в гостинице. И все покажу и расскажу вам. Пойдем. К сожалению, в отеле мне не дали поснимать и рассказать, и показать вам цены. Не знаю почему, но запрещена у них там съемка внутри. Отель класса 5 звезд. Цена примерно 10 тысяч рублей в сутки. Возможно больше, смотря когда будете заказывать. Например, за месяц заказ, это и так и будет 10 тысяч рублей в сутки. Если чуть раньше, то больше, около 15 тысяч рублей в сутки. В общем-то, цены не дешевые. Зато 5 звезд, все включено. Алания — вытянутый город вдоль побережья. От этой точки до центра Алании, вот туда, туда, порядка 20 километров, может быть 25. И, конечно же, перемещаться в Алании лучше всего и экономичнее всего на автобусах. Стоимость проезда на данный момент времени составляет по карточке 18 турецких лир, а если платить водителю наличными, 20 турецких лир. Как обычно, внизу экрана вы увидите цену в рублях. Также можно передвигаться здесь еще и на такси. Такси стоит еще дороже, учитывая стоимость бензина. Поэтому мы передвигаемся все-таки здесь на автобусах. Такси можно вызвать посредством вот этой вот кнопки. И приезжает оно через 5 минут максимум. Нахожусь в Алании, в районе Махмутлар. Часы за моей спиной показывают это знаменитое место. Ну, часы, не знаю, работают или нет. Сейчас по совету наших турецких знакомых идем в Тавук Дюнясы, что в переводе с турецкого «куриный мир». Отобедать и посмотреть заодно, какие цены и что почем. Пойдем? Достаточно уютное место. И сейчас выбираем себе немножечко покушать турецкой классической еды. Меню состоит что интересно, на русском языке. Все четко переведено. Ну,
И тут же видна стоимость. Супы. Курица на гриле. Котлеты. Ну и, как вы видите на экранах, куриные блюда. Название ресторана Tavuk Dünyası. Сейчас будем тестировать на вкус их блюда. По цене я уже вам показал. Сейчас принесут блюда, покажем, покушаем, оценим. Ну что же, вот такие огромные тарелки принесли. Я их называю лодочки. Такой салат средний, небольшой, не маленький по объему. Сейчас будем все это пробовать, дегустировать и наслаждаться едой. Ну что ж, сытно, вкусно пообедав в Тавук Dünyası, что в переводе «Куриный мир». Стоимость всего обеда за двоих нам обошлась 513 турецких лир, что в переводе на наши рубли 1800 рублей за двоих. Турецкое блюдо: курица, шашлык, куриный шашлык, макароны или картошка, салат и 2 лимонада. Все. Здесь вот аренда велосипедов и квадроциклов. Сколько стоит электровелосипед? $20. 20 долларов. А обычный велосипед? Сутки $10. Сутки $10. А квадроцикл? Квадроцикл 3 часа $35. 3 часа $35. Сеть магазинов Migros можно встретить на любом шагу и в любой точке в Турции. Это сеть магазинов типа перекрестка в нашей стране или пятерочки. Здесь есть всегда кондиционер. Фу, как хорошо. Сейчас посмотрим цены. Дыня. Нектарины. Ну, какие вкусные, сочные. Манго. Абрикосы. И бананы. Восточные сладости. Молоко. Ну, молоко. Жирность чуть-чуть побольше, чем у нас, но такой же. 1 литр. Истинный 1 литр. Не 900, не 850, а литр. Цена хлеба вот такая. Это собственная пекарня. А это резанные с отрубями и совсем обычный. А есть еще бородинский хлеб, оказывается, в Турции. И пряники даже есть. Все есть. Также есть и гречка. Вот по такой цене. Сметана и сгущенка. Да, действительно, это ценный продукт. Сгущенка. И цена творог. Сметана. %25 жирности. Муренка. Не буренка, муренка.
Что еще нужно человеку, чтобы хорошо кушать и питаться? Конечно же, мясо. Куриное мясо вот по такой цене. Ножки 68. Цена мяса. Что это за шар? Что это там за шар? В общем, цена на мясо здесь, конечно, высоковата. Даже слишком. Кефир 0,3. 0,25, 13,75. Активия Дано. Йогурт 34,50. Всеми любимые, как они называются? Оливки, точно, оливки. На мой взгляд, вот этот сыр весьма вкусный. Вот этот сыр тоже неплохой, пинар. Потом вот этот мягкий сыр турецкий, круглый, 0,599 турецких лир. Ну, дальше сейчас посмотрим. Российского сыра пока все еще здесь нету в Турции, но я надеюсь, в следующем году он появится. Таранты, станки бритвенные. Палмоле. Вот он шампунь, я что-то не тот дав заснял. Вот он. Алкоголь, пиво. Ну, возьмем, допустим, турецкое Эфес. За 4 штуки цена здесь. За штуку цена. Тоже за штуку все здесь. В общем, вообще не дешево по отношению с ценами нашими. Типичная овощная лавка в Турции. Сейчас посмотрим цены в Турции на овощи. Сейчас покажу, сниму, если позволят. И все сами увидите, что почем в Турции по овощам и зелени. Пошли. Яблоки. Гренни Смит 30 лир. Яблоки Галла. Перец. Персики. Помидоры. Огурцы. Баклажан. Кабачок. Еще куча помидор, но правда без цен. Ну, наверное, 35 турецких лир точно стоит. Не больше. Картошка. Очень вкусная картошка у них здесь, ну просто прям огонь. 25 турецких лир. Варенье. Черешня. Черешня. Тоже бесценно. Клубника. Клубника.
Здесь почему-то цен на капусту, на зелень нету. Видать, она на вес. Но даже за вес почему-то цены нету. $15 штук куриного яйца стоит 45 турецких лир. Ну вот, я затарился полностью овощами и фруктами. Столько у меня сумочек, арбузика, четвертиночку взял, попробую, посмотрим на вкус. Сейчас все это надо дотащить до дома, а до дома идти еще 2 километра, может быть 3, по пеклу плюс 30. Ну что, пойдем тогда потихонечку к дому. Прошел всего лишь 2,5 минуты, посмотрите на мой лоб. Здесь потный, вот прям вот берешь, вот прям капли стекают. Но у меня есть личная система передвижения в такую жару здесь в Алании. Сейчас покажу. Примерно каждые 50 метров есть магазин. В магазине есть кондиционер. Заходим туда, остужаемся, чтобы как-то прийти в себя, и двигаемся дальше. Вот агентство недвижимости. За моей спиной цены на недвижимость, примерные цены на недвижимость в Махмутларе и вообще в Алании. Сейчас я вам покажу, и на аренду в том числе. Вот такие ценники. Ага. Это аренда, это продажа. Ну и вот еще ценник. Предстоит преодолеть небольшой подъем, но в условиях жары этот подъем кажется очень тяжелым. В условиях плюс 35 на солнце, точнее в тени, а на солнце все 40. Сейчас хоть небольшая облачность пошла, но все равно очень душно и жарко. Фух. Подходим к дому. Еще немножечко. Наконец-то я пришел по такому пеклу. Почти дошел, точнее, до дома. Свое лицо не буду показывать, потому что сошло уже 7 потов. А может быть и 70. Очень жарко на улице. Зашли отобедать, точнее поужинать вот в этот рыбный ресторан. Ну что же, цены в рыбном ресторане. Балык, фиш, спагетти, морепродукты. Сибас, лосось, дорадо, морской окунь, сардины. Суп дня, рыбный суп 110. Обязательно к заказанному блюду несут вот столько всего
придачу салатик я уже доел, ну потому что голодный был. Обязательно хлеб, лимон, соленый огурец. Это оливки. Ну и само блюдо, то, что вы заказали по меню. И все это в одну стоимость этого блюда включено. К блюду после всего, что вы здесь покушаете, обязательно принесут в этом ресторане так называемый комплимент. Состоит это из черешни, арбуза, может быть дыню, может быть пирожное, на усмотрение ресторана. Все очень вкусно. Мало того, что вкусно, очень... Ну, я давно не ел такого очень вкусного лосося, потому что приготовлен на гриле, не сухой и очень-очень такой приятный на вкус. В общем-то, слов не хватает, но реально очень вкусно. Однозначная рекомендация. Цены вы видели на экранах. Заходите, ссылку сделаю внизу экрана к этому ресторану. Однозначный лайк этому месту. Конечно же, накупавшись в море, вам захочется поехать на экскурсии. Проходя по улицам Алании, можно увидеть вот такие вот экскурсии. Здесь Каппадокия, рафтинг, джип-сафари. Ну и цены вот такие вот. А в гостиницах цена будет еще выше. Но если покопаться в интернете, я вам дам ссылку в описании на один очень хороший сайт, где цены намного дешевле вот этих, то, что мы сейчас увидели. Например, на сайте Поймай отпуск. Я лично воспользовался этим сайтом и съездил в Каппадокию. Очень доволен сервисом и услугами этой компании. Рекомендую. Таким образом, мы сегодня посмотрели все цены, с какими может столкнуться турист, магазины, экскурсии, как они называются-то, цены на аренду. То есть со всеми расходами, с которыми может встретиться путешественник, который приезжает в Аланию. Алания остается привлекательным местом для всех путешественников со всего мира. За время пребывания здесь я встретил людей из Чехии, из Англии и из других концов света. Все они как один сказали, что цены в их странах тоже поднимаются. Важно заранее планировать свой бюджет, не лениться, искать эконом-варианты и спецпредложения, дабы интернет это позволяет, чтобы сделать свое путешествие максимально комфортным и запоминающимся. И помните, цены – это один из аспектов путешествия. Истинная ценность заключается в том, что вы получите из этого опыта и как он обогатит вашу жизнь. Путешествуйте далеко и надолго. Все-таки гулял сегодня целый день, показываю вам цены на жаре плюс 35, а это тяжело. Сейчас искупался в море, освежился и вспомнил одну важную вещь. Находясь на территории Турции, обязательно торгуйтесь, и даже в аптеках. Местные любят эту забаву. Все, пока-пока. Дюле-дюле.
Наслаждайтесь титрами.